Приветствую вас, друзья! Я рада видеть вас у себя в гостях на канале. Меня зовут Татьяна. Давайте с вами посмотрим расклад на квантовом оракуле. Что вас ждет впереди? Что вам по судьбе в ближайшее время? Да, для тех, кто интересуется, показываю коробочку этого квантового оракула. У нас будет 4 варианта. Выбирайте, пожалуйста, первый, второй, третий, четвертый. Можете по цифрам, можете по камушкам. Для того, чтобы выбрать, постарайтесь, чтобы вам никто не мешал. Сосредоточьтесь на своем внутреннем центре и задайте вопрос как бы внутрь себя, что меня ждет в ближайшее будущее, что мне по судьбе. И выберите один из 4 вариантов. Но не забывайте, что интуиция у нас работает первые 3-4 секунды. Если вам нужно больше времени, ставьте видео на паузу. Мы начнем с первого варианта для тех, кто выбрал цитрин. Давайте посмотрим, что вас ждет впереди, что вам по судьбе в ближайшее будущее. Ну, ближайшее будущее относительно. Это может быть и завтра, через неделю, через месяц. Ну и получим подсказки для вас, конечно. Первый вариант – цитрин. Не забывайте, конечно, что это расклад общий, но какие-то подсказки вы здесь получить можете. Так, что ждет людей, которые выбрали первый вариант? В ближайшее будущее, что им по судьбе? Что у вас происходит сейчас, на данный момент, на момент просмотра этого видео, но оно действительно тогда, когда вы его нашли? Что вам нужно делать или что вам нужно предпринять сейчас? Но это опять же по мнению карт или Вселенной. Но человек все равно имеет свободу воли. Хорошо, что или кто может вам помочь, или на что вам нужно обратить внимание? И что вас ждет в ближайшее будущее? Ну, карта у вас в силе или в прямом положении. Хорошо, первая карта у вас это шестерка People. Карта называется The Loving Woman. Да, мы здесь видим, что сидит прекрасная женщина. У нее на ногах цветы, фрукты, и около ее ног лежит собака. И карта у вас прямая. Мы видим, что энергия, которая исходит от этой женщины, она очень добрая, поддерживающая, заботливая. И вы скоро почувствуете, что эта энергия приходит к вам. То есть в вашей жизни есть женщина, которая усилит вашу любовь, принесет в вашу жизнь заботу, поддержку. Эта заботливая женщина может быть другом, членом вашей семьи, может быть коллегой на работе. Если еще в вашей жизни нет этой женщины, то она у вас на пороге. Здесь также может быть романтическая связь. То есть если меня смотрит женщина, то карта говорит, что у вас на пороге новые интимные отношения или улучшение имеющихся отношений. Но какие бы отношения эта карта не показывала, это женщина, которая будет очень ценна в вашей жизни. Ее забота и поддержка. Вот что вам нужно делать или что вам нужно предпринять сейчас? Здесь ложится пятерка consciousness. Consciousness – это осознание. Прямая. Карта называется A Consciousness of Lack. Это сознание недостатка. Мы видим, что человек как бы спиной облокотился на бетонное сердце, он очень расстроен. И в этом бетонном сердце как бы запечатаны вот финансы, какие-то новые возможности. Опять же здесь вода, это значит чувства, эмоции.
какие-то дальние горизонты, перспективы. И в прямом положении карта может показывать, что есть у вас сейчас, может быть, некоторые финансовые ограничения. Да, у кого-то, может быть, они серьезные, денежные проблемы, может быть, потеря работы, ограничения в любви, в отношениях, или, может быть, чувство потери, которые несут в вашу жизнь разочарование и печаль. Но сейчас от вас требуется попытаться избавиться от сознания нужды, даже если вы что-то потеряли в вашей жизни. Потому что ваш страх, он еще больше вас ограничивает, делая несчастным и принося в вашу жизнь новые ограничения. Да, может быть, вам сейчас трудно сосредоточиться на чем-то позитивном, если вы, например, одиноки или у вас финансовые проблемы. Но это для вас необходимо, если вы реально хотите изменить вот эту действительность. Постарайтесь предпринять меры, которые необходимы для решения любой проблемы, которая вас сейчас беспокоит. Но и не останавливайтесь на этом. Начинайте ценить себя, свою жизнь, то, что у вас есть. Разрушьте вот эти неприятные чувства в вашем сердце, и тогда в вашу жизнь придут новые прекрасные возможности и перспективы. Так, кто или что может вам помочь, но я больше здесь думаю по этой карте, на что вам нужно обратить внимание. Здесь у вас ложится семерка Эванс, это у нас событие, и карта у вас называется Deception, она у вас прямая. Deception переводится как обман, ложь, хитрость, манипулирование, предательство. И карта в прямом положении показывает, что сидит женщина, и у нее в груди вот этот яркий кристалл. А какие-то люди за ее спиной шепчутся. И здесь есть предупреждение. Будьте осторожны. Вещи не такие, какими они вам кажутся. Кто-то, может быть, из близких вам людей не считается с вашими интересами или, может быть, даже работает против вас. Это может быть человек или люди на работе, это может быть друг или член семьи. Может быть, вот это проявляется как такая тонкая, неощутимая манипуляция. Но также это может быть выражено реально в предательстве. Если вы сейчас втянуты в какие-то судебные разбирательства, возможно, есть какая-то информация, которая от вас пока скрыта. Однако этот обман может быть более личным. Есть ли что-то, что вы игнорируете или в чем-то лжете самому себе? Могли ли вы предать себя в своем собственном выборе? Или в том, как вы относитесь или разговариваете с самим собой? Карта говорит, что с чем бы вот этот обман или ложь не были связаны, будь то это внутренняя или внешняя проблема, сейчас вам нужно постоять за себя. Вы заслуживаете честности, уважения и поддержки. Дайте это в первую очередь самому себе и требуйте этого от окружающих. И что вас ждет в ближайшее будущее? Тут ложится единица. Cycle. Cycle — это цикл. Карта называется New Beginnings. То есть это новое начинание. И она у вас прямая. Ну, в первую очередь карта несет приближение в вашу жизнь чего-то очень удивительного и нового. Это может быть новое начало, которое указывает на конец чего-то другого. Например, вы уходите с одной работы на другую. Также это может быть, вот как непосредственно здесь, для кого-то это может быть зачатие или рождение малыша. Для кого-то это могут быть новые отношения или расцвет в уже имеющихся. То есть карта говорит: готовьтесь к чему-то очень захватывающему, которое идет к вам. Возможно, вы планировали предпринять какие-то шаги. Это может касаться вашей карьеры, работы, отношений, чего угодно, каких-то планов. Или это реально то начало, на котором вы трудились, или, может быть, какие-то вносятся в вашу жизнь благоприятные изменения.
Независимо от того, занимаетесь ли вы творчеством, в вашу жизнь приходит любовь, новые отношения, в вашу жизнь приходит новый маленький человечек. Вот эта энергия сулит вам какую-то очень большую ценность вот через это новое начало. Вот так у нас получился первый расклад. Я благодарю вас за просмотр. Всего вам хорошего. Хорошо, у нас расклад для тех, кто выбрал розовый кварц. Давайте посмотрим. Так, что вас ждет впереди? Что вам по судьбе в ближайшее время? Второй вариант. Розовый кварц. Что у вас на пороге? Конечно, учитывайте то, что это расклад общий, но какую-то информацию вы все равно здесь получите. Что у вас происходит сейчас, на момент просмотра этого видео, когда бы вы его не нашли? По этой карте вы поймете, резонирует ли с вами и правильно ли вы сделали выбор. Что вам нужно делать или что вам нужно предпринять, но это, по мнению Вселенной, карт, а человек все равно сам решает. Кто или что может вам помочь, или на что вам нужно обратить внимание. И что вас ждет в ближайшее будущее. Да, первая карта — это то, что у вас происходит сейчас. Здесь у вас ложится восьмерка consciousness. Consciousness — это осознание. Карта называется Happy Success. Да, по-моему, правильно произнесла. Это счастливый успех. То есть человек получает то, к чему он шел. Но когда карта переворачивается, то есть вот в его руках кристаллы, то есть здесь эти кристаллы из рук выпадают. Да, карта может говорить, что для вас сейчас время, может быть, личного или профессионального разочарования. То есть какие-то результаты, к которым вы шли, пока для вас, может быть, недоступны. Или вы не добились желаемого успеха. Может быть, сейчас вас переполняет чувство неуверенности, страха, может быть, даже гнева. Когда вы сосредотачиваетесь на энергии недостатка, вы можете сейчас чувствовать себя жертвой Вселенной и говорить там, почему у меня ничего не получается, почему я никогда не добиваюсь, чего я хочу. Карта говорит, несмотря на то, что бы ни происходило в вашей жизни, вам нужно сейчас настраиваться на успех. В первую очередь определите, что в вашей жизни уже достигнуто. Есть какой-то успех в вас или в вашей личной жизни. Потому что человек, которым вы являетесь, и мелочи, которые вы приобрели, друзья, объединения, может быть, места, которые приносят вам радость, все это истинные признаки вашего успеха. И когда вы живете вот в этом позитивном восприятии самого себя, вот это сознание успеха привлечет в вашу жизнь огромные возможности, и Вселенная одарит вас радостью. То есть вот эту карту нужно переворачивать. Что вам нужно делать или что вам нужно предпринять? Здесь ложится двойка Intention, карта называется Peace. Peace — это мир. И она у вас прямая. То есть в первую очередь здесь карта показывает обретение внутреннего равновесия, которое является отправной точкой для обретения мира и гармонии, который вы сейчас пытаетесь достичь. Или вам нужно это сделать. Вот вы сейчас способны внести в вашу жизнь вот этот покой, равновесие и баланс. Конечно, кому-то карта советует заняться медитациями, может быть, глубинным дыханием, какими-то духовными практиками. Но также добавить в вашу жизнь
правильный режим. То есть может быть здоровое питание, регулярные физические упражнения. Вот чтобы достичь вот этого личного баланса, который затем начнет распространяться во всех направлениях вашей жизни. Вот это душевное спокойствие, чистота, умиротворенность как бы излучает яркий свет во Вселенную. И она как бы вам это отражает и приносит в вашу жизнь вот эту радостную гармонию во всех сферах вашей жизни. Мы же должны понимать, что то, что мы отправляем во Вселенную, мы это и получаем. Кто или что может вам помочь, или я больше думаю здесь, на что вам нужно обратить внимание. Здесь у вас ложится двойка Эванс. Эванс — это событие. Карта называется лосс. Лосс — это потеря, утрата, разделение, разлука. То есть в прямом положении мы видим, что человек пришел на пирс, да, на берег, и увидел, что его парусник, вот веревка оторвалась, и парусник от него уплыл, его унесло в море. То есть карта показывает для вас какие-то время потерь. Но когда эта карта переворачивается, она говорит о том, что вот этот парусник теперь плывет к вам обратно. Может быть, она указывает на старую потерю, которая либо возвращается, либо же она заменяется чем-то новым. То есть вот этот период грусти, ограничений, все это заканчивается. Ваша жизнь открывается каким-то новым счастливым связям, достижениям, даже, может быть, еще более прекрасным, чем те, которые вы потеряли. То есть на энергетическом уровне есть кое-что, что вам нужно запомнить. Если старая любовь или, может быть, старая работа возвращается к вам, то сейчас вы должны провести как бы работу над ошибками. Посмотреть, почему у вас в вашей жизни это произошло. И действовать уже нужно совсем по-другому, чтобы вот эта ситуация не повторилась. Если, например, вы потеряли работу или потеряли бизнес, и сейчас планируете что-то начинать, или в вашу жизнь приходит новая любовь, то не совершайте тех же ошибок. Относитесь сейчас с уважением к себе, и тогда другие также будут относиться к вам. И если вы сейчас обнаружите, что привлекаете кого-то или чего-то в вашу жизнь, что-то новое, то никогда не забывайте, что вы сейчас заслуживаете самого лучшего. Вселенная богата, и она готова воплотить все ваши мечты в реальность. И что у вас происходит, да, то, что вас ожидает, что вы получите. Здесь у вас ложится шестерка Energy. Energy — это энергия. Карта называется Fragmented Energy. Это фрагментированная энергия. То есть как бы мы видим, что вот ваша энергия разбивается на целую кучу пазлов. И еще тут женщина пробирается через глубокую воду. А мы знаем, что через глубокую воду идти очень сложно. Карта может показывать раскол вашей энергии и вашего внимания. У вас сейчас может появиться очень много, даже слишком много каких-то дел. Это может касаться вашей личной жизни, работы, бизнеса, каких-то планов. Если вы спешите по жизни и лихорадочно пытаетесь сделать все и сразу, то вы этим как бы раскалываете или разбиваете свою энергию. А вам необходим вот этот вот баланс. То есть вам говорят: замедлитесь, уменьшите количество обязательств, планов, дел и дайте себе передышку. Потому что если вы это не сделаете, ваша вот эта разбитая энергия заблокирует те самые достижения, над которыми вы сейчас так усердно работаете. Также здесь сообщение по этой карте, что вы можете рассматривать слишком много вариантов для реализации каких-то ваших будущих проектов. Да, у вас может быть очень много хороших идей, но, скорее всего, они ведут вас в разных направлениях. И вот эта ваша нерешительность, что начать или что выбрать, также может раскалывать вашу энергию. И она, вот эта расколотая энергия, она замедляет и полностью вас останавливает. Поэтому здесь просто совет по этой карте. Выберите вот
какое-то одно направление, составьте план, то есть реализуйте то, вот куда тянет ваше сердце, или то, что вы сейчас можете реализовать, вот куда вам отдать свою энергию. Вы же всегда можете это поменять. Но для того, чтобы не разбить свою энергию, карта говорит, что выберите одно направление, на нем сосредоточьтесь, доведите его до конца и приступайте к следующему. Вот такой у нас получился второй прогноз. Я благодарю вас за внимание. Всего вам хорошего. Хорошо, у нас третий вариант. Для тех, кто выбрал тигровый глаз. Давайте посмотрим, что вас ждет впереди. Что вам по судьбе в ближайшее время. Третий вариант. Ну, конечно, делайте ссылку на то, что это расклад общий, но все равно какую-то информацию вы здесь получите. Третий вариант. Что вас ждет впереди? Что вам по судьбе в ближайшее время? Давайте посмотрим, что у вас происходит сейчас. Ну, по этой карте вы можете определить, резонирует ли с вами и правильно ли вы выбрали вариант. Что вам нужно делать или что вам нужно предпринять? Опять же, это по мнению карт, а решение всегда принимает человек. Что или кто может вам помочь, или на что вам нужно обратить внимание? Что вас ждет в ближайшее будущее? Да, первая карта у нас это четверка Intention. Карта называется Taking Steps. Да, Taking Steps. Это предпринимая шаги. И мы в прямом положении видим, что перед женщиной открывается какая-то новая дорога к прекрасным возможностям. Но дорога очень широкая, то есть есть очень много возможностей для реализации. Ну, это может быть и в работе, и в карьере, бизнесе, и с личной жизнью. Но когда эта карта переворачивается, она может показывать, что есть в вашей жизни какая-то путаница. Может быть, вы сейчас не знаете, что вам делать дальше. Или же вы не совсем уверены, что путь, по которому вы идете, это то, что вы хотите достичь. Может быть, вам нужно было сделать какой-то выбор, и сейчас вы себя критикуете, что, скорее всего, понимаете, что выбор вы сделали неправильный. То есть карта показывает, что вы сейчас увязли в каких-то сожалениях, и у вас есть страхи по поводу вашего будущего. Но вас призывают постараться вернуть радость в вашу жизнь, позитив и выбрать, может быть, новую цель. Постарайтесь сейчас взять контроль над вашей собственной судьбой. И вы способны двигаться вперед. Но подумайте, куда вы хотите пойти. Как вам этого достичь? И хотя бы сделайте первый шаг. Что вам нужно сделать или что вам нужно предпринять? Здесь у вас ложится единица Intention. Карта называется Hidden Motivation. Это скрытые мотивы. Карта у вас прямая. Она может указывать на какое-то важное решение или ситуацию, о которой у вас нет всей информации. Но вам говорят, потерпите, знание придет, и вы наконец-то сможете действовать. Но также эта карта может иметь более глубокий личный смысл. Вот как у этой женщины, у вас могут быть какие-то высокие идеалы, высокие цели, но также у вас есть скрытые мысли и проблемы, которые стоят, например, за вашим имиджем, который вы показываете миру. Возможно, вы сейчас ищете любовь, но из-за прошлых страданий вы закрылись. Может быть, для того, чтобы просто защитить себя. Или, может быть, вы хотите больше денег, но сомневаетесь в себе и уже ожидаете провала.
А может быть, вы просто думаете, что вы не заслуживаете изобилия? Вы должны знать, что ваши противоречивые намерения, даже если вы их очень хорошо скрываете, но они являются мощной силой в проявлении ваших мечтаний. Для вас сейчас пришло время прояснить вот эти противоречивые, ограничивающие вас мысли. И карта напоминает вам, что как бы вы хорошо их не прятали, Вселенная все равно их видит. Но Вселенная всегда изобильна, и вы достойны и способны осуществить свои мечты. Но вам их нужно озвучить, проявить. Вот эта карта единица intention. Intention — это намерение. Скажите Вселенной, что вы хотите. Она же не может догадаться, вы же это очень тщательно скрываете. Потому что вот эта карта, она говорит о том, что кто или что может вам помочь, или на что вам нужно обратить внимание. Здесь у нас ложится карта в прямом положении. Deserving. Deserving — это заслуживающий, достойный. Вот вы, может быть, считаете, что вы недостойны, а вам говорят, почему вы так думаете? Вот эта женщина, она считает и она чувствует, что для того, чтобы ее жизнь была счастливой и полноценной, она понимает, что она этого достойна. Поэтому карта и говорит, результаты, которые вы хотите получить и которые вы заслуживаете, сейчас для вас доступны. Вы даже можете ускорить вот это получение, но для этого, я сказала, вам нужно это намерение огласить. И для вас пришло время почувствовать себя по-настоящему достойным и знать, что вы заслуживаете всего, чего вы только хотите. Будь то это любовь, карьера, деньги, может быть, исцеление. Мир готов вам это предоставить. Но вы должны это быть готовы получить. И что вас ждет в ближайшее будущее? Здесь у нас ложится 8 People. Карта называется New Supportive Connection. Новые поддерживающие связи. Мы видим, что мужчины и женщины занимаются рисованием. Здесь еще стоят мольберты. То есть люди занимаются каким-то любимым занятием, они объединились в группы. Но когда эта карта переворачивается, она говорит, что у вас наступает время пониженной активности и уменьшения связей. Это может быть связано, например, с временными ограничениями, или же это ваш собственный выбор изолировать себя и бездействовать. Но эта изоляция может быть образом жизни или может быть усталостью от того, что у вас слишком много дел. Тут самое главное, карта говорит, спросите себя, плывете ли вы сейчас вот с этим энергичным потоком в вашей жизни. Вот ваша душа призывает вас раскрыться и общаться. Займитесь какими-то, может быть, хобби или любимыми занятиями. Или если вы, например, хотели научиться танцевать, петь, играть на каком-то инструменте, или, может быть, присоединиться к группе, заняться духовными практиками. Карта говорит, отправляйтесь туда, знакомьтесь с новыми людьми, которые будут с вами на одной волне. Те люди, которые с вами резонируют. Общайтесь, не закрывайтесь. Эта карта говорит, что тогда в вашу жизнь могут прийти новые люди, новые интересы. Это может быть даже какое-то занятие, которое поможет вам продвинуться в профессии. Найти любовь или новых друзей. Поэтому для вас пришло время присоединиться к какой-то новой команде. Вот такой у нас получился третий расклад. Я благодарю вас за просмотр. Всем хорошего. Хорошо, у нас четвертый вариант. Давайте посмотрим, что вас ждет впереди, что вам по судьбе. Ну, также мы получим для вас советы. Четвертый вариант. Конечно, делайте ссылку на то, что это расклад общий, но какие-то подсказки вы здесь получить можете.
Что ждет по судьбе тех, кто выбрал 4-й вариант? Что у вас происходит сейчас? По этой карте вы поймете, резонирует ли с вами этот расклад и правильно ли вы выбрали вариант. Что вам нужно делать или сделать, или предпринять? Кто или что может вам помочь, или на что вам нужно обратить внимание? Ну и что вы получите в ближайшее будущее? Первая карта у нас — это то, что происходит у вас сейчас. Здесь у вас ложится единица cycle. Cycle — это цикл нашей жизни. Карта называется New Beginnings. Это новое начинание. Но карта у нас перевернутая. Да, у кого-то здесь может быть новую работу найти, там бизнес начать, какие-то творческие проекты. Также это может касаться вашей любви, нахождения новой любви, новых отношений. Или, может быть, зачатие, рождение малыша. Так как карта легла перевернутая, она может показывать, что наступил цикл разочарования и крушения надежд. Может быть, вы пытались найти новую работу или новую любовь, но независимо от того, сколько вы прошли собеседований, сколько у вас было свиданий, похоже, что это ни к чему не привело. Но вас призывают сейчас быть стойкими, не отчаиваться и постараться сохранить вот это внутреннее спокойствие. Вот эти длительные ожидания могут быть просто вопросом времени. Поэтому карта говорит: наберитесь терпения. Ну а пока вы ждете, признайте те хорошие вещи, которые уже есть в вашей жизни. Если вы сейчас столкнулись с проблемой, с задержкой, возможно, пришло время немного изменить цель. Расширьте свой поиск работы, чтобы, может быть, посмотреть в каких-то других новых сферах. А также позвольте себе искать любовь в каких-то новых местах. Или просто отпустите вот эту идею на какое-то время. Дайте этой энергии начать работать. А пока наладьте отношения с самим собой, к себе самому. То есть уделите пока себе внимание. Потому что каждый день может стать новым началом. Тем, где вы создаете счастье для себя в настоящем, а также вносите в свою жизнь оптимизм для будущего. Когда вы генерируете вот такой резонанс в своей повседневной жизни, вы приближаете желаемое новое начало все ближе и ближе к себе. Что вам нужно делать или что вам нужно предпринять? Здесь у нас ложится единица Evans. Evans — это событие. Карта называется Great Achievement. Это великие достижения. И она у вас прямая. Здесь мы видим на карте накрытый банкетный стол с видом на море. На столе горят яркие свечи, посуда стоит красивая. Как бы все готово к празднику. И эта карта означает время больших достижений для вас. Работа, которую вы вложили в план или в проект, скоро все это окупится, и вы получите плоды своих усилий. Хорошая перспектива может быть связана с деньгами, с работой, с творческими проектами или делами, касающимися дома, семьи. Но что бы это ни было, карта говорит: наслаждайтесь плодами своего труда. Несмотря на то, что кульминация ваших достижений уже близка, но вам нужно также еще что-то сделать. Ведь подготовка банкета всегда занимает какое-то время. И самое главное, тут требуется планирование. Вот этот успех принесет вам очень большое удовлетворение. Также карта как посоветует: внесите праздник в вашу повседневную жизнь. Вот что или кто может вам помочь, или на что вам обратить внимание. Здесь ложится двойка Intention. Карта называется Peace, но она у вас перевернутая. Peace — это мир. Это внутренний баланс, внутренняя гармония. Конечно, эта карта может относиться непосредственно к вам. В
перевернутом положении она приносит вам мощное предупреждение о вашем подходе к себе и к своей жизни. Вы физически и духовно не в равновесии, и ваша вот эта ежедневная энергия повсюду. Для вас наступило время вернуть баланс в вашу жизнь. Начните с определения приоритетов для себя и своего внутреннего покоя. Но в первую очередь внесите в свою жизнь распорядок дня, такой как отдых, упражнения, регулярные медитации. Постарайтесь подходить к своим задачам в более спокойном и организованном темпе. Потому что вот это беспокойство и внутренний конфликт, через который, скорее всего, вы проходили в последнее время, вывели вас из вот этого равновесия. Поэтому карта говорит: убирайте все страхи и поверьте в себя. Вот что бы ни происходило, самое главное — не уходите в гнев. И по мере того, как вы постепенно восстановите вот это равновесие, вы все больше и больше будете чувствовать себя под контролем и обнаружите, что беспокоиться-то как таковой не о чем. Вот что у вас на пороге, да, и что у вас ждет в ближайшее будущее. Здесь ложится семерка Эванс. Deception — это обман, ложь, хитрость, манипуляции. То есть мы видим, что сидит женщина, и у нее в сердце горит вот это алмаз, да? Алмаз, который говорит о чистоте, невинности. А у нее за спиной шушукаются или шепчутся какие-то люди. То есть была в вашей жизни какая-то ситуация, это может быть на работе, в бизнесе, может быть, это близкие люди, там, друзья, члены семьи, бизнес-партнеры. Здесь была какая-то тонкая манипуляция, может быть, даже и предательство за вашей спиной. Может быть, у кого-то были какие-то судебные разбирательства. Но какая-то информация была от вас до поры до времени скрыта. Вот когда эта карта ложится перевернутой, она, наоборот, приносит вам какие-то обнадеживающие известия. То есть какое-то решение выносится в вашу пользу. Но что бы ни происходило в вашей жизни, вот эти враждебные энергии вокруг вас ослабевают. То ли вот эти вовлеченные люди меняют свое отношение или поведение, или вы просто от них уходите. То есть вот избавляетесь от каких-то людей. Но независимо от того, как вы относитесь вот к получению вот этого сложного опыта, вы все равно можете почувствовать преимущество вот в этом решении. Когда все это закончится, вы даже можете испытать чувство оправдания. То ли другие люди могут вас понять, что вы здесь были как бы невиновны в каком-то вопросе. Или что ваша репутация не запятнана, это козни каких-то других людей. Ну, например, если это происходило на работе. Сейчас вас карта призывает сохранять вот это чувство уверенности в себе. Да, мы должны понимать, что жизнь, она состоит из взлетов и падения. Какие-то люди могут нас разочаровывать. Но всегда должны мы помнить, что мы являемся центром силы нашей вечной души. Вот такой у вас получился прогноз. Я благодарю вас за внимание. Всего хорошего.